Дорогие друзья, сегодня произошло не очень радостное событие. Полностью сгорел мой дом, который расположен недалеко от сельского поселения Усть-Заостровка в Омской области. Этот дом я построила в 2007 году с помощью божественной возможности и с помощью людей, которые оказали мне финансовую поддержку. И вот прошло 11 лет, или около того, и дом сгорел. Хочу прежде всего заверить вас, что, насколько мне известно, никто не пострадал во время этого пожара, кроме самого дома и его имущества. Я также, как видите, жива и здорова, и я нахожусь, в общем-то, далеко от Омска и тоже не пострадала. Поскольку событие произошло нерадостное, то люди, в общем-то, взволнованы и задают очень много вопросов. Я распечатала эти вопросы, их много очень. Видите, сколько? Тут, наверное, сколько страниц-то? В общем, где-то около 9 страниц вопросов. В общем-то, из разных мест люди спрашивают. В соцсетях Таха Дорошенко, Марина Николаева, Инна, Дарья из Курска, Алла Москва, Ирина Москва, Ольга Марченко Москва, Оксана Израиль, Наталья Игорь Киев, Ирина Киев. Из США поступило много вопросов. Марина Москва, Ирина Санкт-Петербург, еще какая-то Ирина. Очень много, коллективное письмо из Ростова-на-Дону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 подписей. Вероника из Латвии, Рига, Зита, это, видимо, Каунас. Еще вопрос из Москвы анонимный. Наталья Токарева, Чебоксары, Лилия, Евгения, Вологда, Константин, Москва, Виталий Койда, Москва. В общем, видите, сколько много вопросов. И это, наверное, еще не все вопросы, которые поступили к настоящему времени. И в этих вопросах, по сути, несколько таких главных. Первый вопрос – это чем мы можем помочь в данной ситуации. И второй вопрос – как это событие отразится на будущем России и мира. Тут два, в общем-то, главных таких вопроса, которые люди задают. Должна сказать, что я не нуждаюсь в какой бы то ни было помощи финансовой. В принципе, не нуждаюсь в помощи, кроме как духовной какой-то поддержки. Поэтому люди спрашивают, может быть, восстановить этот дом, построить новый дом и так далее. Я не чувствую, что нужно восстанавливать этот дом, либо строить какой-то другой дом. И то, что люди спрашивают, какой духовный смысл этого события, к чему это может привести, мне очень трудно говорить, потому что я взволнована достаточно этим событием. Нужно сказать, что, конечно, это событие, оно не произошло само по себе. Это событие лежит в какой-то определенной цепи событий, которые произошли за последние, может быть, 15 лет. И, конечно, для того, чтобы нам понять, что это событие означает для будущего России и мира, то нам, конечно, нужно постараться понять всю цепь этих событий, которые привели к этому событию.
Все в этом мире происходит по воле Бога. И ничего без воли Бога в этом мире не происходит. Поэтому это событие, видимо, является каким-то закономерным, тем, что должно было случиться, и оно случилось. И если порассуждать, рассуждать я буду со своего уровня сознания, потому что очень трудно в таком состоянии связаться с владыками. И если мне вспомнить вместе с вами предыдущие все события, то они таковы, что я еще хотела сказать, что это учение, оно является достаточно практичным учением. То есть это не голая теория, и если владыки дают какие-то знания, информацию, учения, то через какое-то время следует, можно сказать, экзамен, насколько люди усвоили это учение. И вот как я сейчас могу судить, было таких 3 таких глобальных теста для светоносцев на протяжении этих 15 лет. Мы знаем из учения, что будущее страны и планеты определяет наиболее сознательная часть общества. То есть те светоносцы, которые в своем сознании обогнали основную массу населения и понимают в божественной науке немного больше, чем другие. И вот они, именно эти светоносцы, которые притянулись, которые способны были понять это учение, от их выборов, в общем-то, и зависит будущее целых стран и народов. Для этих людей владыки давали свое учение. Оно давалось на протяжении 2005, 2006, 2007, 2008 года. И в конце концов пришел такой элемент теста. Буквально тест был такого рода. Значит, мы давали учение, а теперь вы покажите, как вы будете применять это учение на практике. К тому времени у нас было около 100 гектаров земли под Омском, и тогда собрались больше 20 человек из разных мест, и мы решали, как развивать эту территорию. И тогда произошел этот первый сбой. Люди отказались, что бы то ни было делать на той земле, которая была. Но это был выбор. Это был выбор людей, и мы не можем сказать, что они были какие-то такие плохие, эти люди, или еще что-то. Но это был их выбор, их свободной воли. Но этот выбор, он, к сожалению, очень плохо сказался на последующих событиях. После этого начались судебные процессы. Мы в течение 2 лет отсуживали землю, потом она пропала. Мы еще год, то есть всего 3 года участвовали в судебных процессах, восстанавливали эту землю в госреестре. И это все длилось до 2012 года, в течение 3 лет. Да. А в 2012 году произошел этот первый большой пожар на территории моего ашрама. И это был, конечно, совершенно страшный пожар. Кроме меня в то время присутствовало на этом месте 5 человек и кошка Тиша. Этот огонь, он поднялся снизу на сосны. Сосны тогда уже давали смолу, и эта смола вспыхнула, сосны вспыхнули как свечки, от них загорелись березы, и уровень огня достигал 10-15 метров, потому что выгорели березы до макушек. Это был просто ад огня. И мы никуда не могли деться, единственный выход был, мы забрались в дом и закрыли дверь. И таким образом нам удалось спастись. И тогда Ольга Генералова мне говорит: Татьяна Николаевна, собирайте вещи.
Я, значит, пошла собирать вещи, поднялась на второй этаж в мансарду и слышу, как шумит вот такой огонь. Огонь так вот шипит и начал от сайдинг так отскакивать от крыши. Вот. И тут мне приходит мысль, какие вещи собирать, мы же сейчас все сгорим тут. Потому что дом-то этот, в общем-то, действительно пожароопасный был. Ну и тут я начинаю призывать архангела Михаила. Буквально начинаю говорить, причем на английском языке, как учила Элизабет Клэр Профит. Архангел Майкл, help me, help me, help me. И так я делаю несколько призывов. И буквально, ну не знаю, через минуту буквально огонь начал стихать. То есть я перестала слышать, как отщелкивается сайдинг, и как-то вот этот шум огня, он как-то стих. То есть такое ощущение, что огонь куда-то делся. Вот. И таким образом огонь как-то прошел мимо дома, и когда мы стали там задыхаться, все равно дыма-то было много, мы открыли дверь на улицу, вышли из дома, но уже можно было дышать, и уже не было такого жара снаружи. И таким образом вот мы 5 человек в том пожаре спаслись, только по милости Бога. То есть я хочу сказать, что выгорело вокруг примерно 10 гектар леса, и вообще все сгорело. Просто деревья стояли все черные, а не сгорел дом. Дом остался целый и невредим. Это было абсолютное чудо. Ну, потом был второй пожар, на учебный центр тогда шел огонь. Шел огонь на учебный центр. Это было 19 июля 2012 года. Я тоже тогда находилась там и присутствовала при этом пожаре. И просто огонь шел по ветру на учебный центр. Там был такой сарайчик с дровами, и если бы все это дошел огонь и загорелось, то, в общем-то, повредилось бы здание учебного центра, стекла бы все повылетали, и, в общем-то, был большой ущерб. Вот. И тогда я также стала делать призыв. Я просила элементалов, чтобы они что-то сделали, чтобы огонь не угрожал учебному центру. Я сделала этот призыв, и буквально через минуту изменился ветер. Он дул так, что огонь шел на учебный центр, и вдруг он стал дуть почти в противоположную сторону. И огонь на какое-то время затормозился. И он затормозился ровно на то время, когда приехала пожарная машина и остановила этот огонь, буквально в 50 метрах от учебного центра. Вот это было второй пожар и второе чудо, которое было. Но еще после первого пожара мне владыки настоятельно сказали, чтобы я уехала из России. Господь Шива сказал: немедленно уезжай из России. Вот. И таким образом я уехала из России. И стала ездить и искать место, где бы можно было работать. Это заняло много времени, я переезжала с места на место. Это было достаточно тяжело для меня, потому что тяжело мне вообще менять места, искать места. Не в каждом месте я могу жить. Это достаточно было тяжело сделать. Вот. И в конце концов удалось найти более-менее такое спокойное, безопасное место. И в этом месте мы, в общем-то, сделали большую часть книг, которые сейчас изданы издательским домом «Сириус». Если бы, конечно, я осталась в России с этими пожарами и судами, конечно, никаких книг не было бы в природе просто, потому что не было возможности их делать, там просто не было возможности этим заниматься. Для того, чтобы создавать книги и какие-то произведения, и особенно слышать владык, конечно, нужны особые условия. Но такая нервная обстановка, как пожары, она не способствует связи с владыками. И дальше владыки все-таки продолжили давать учения, и наступил элемент следующего теста. Этот тест пришел в 2014 году, когда Господь Шива пришел и сказал: нужно создать движение
международное движение за нравственность. Нужно создать международное общественное движение за нравственность. Я тогда, в общем-то, очень слабо разбиралась в политике, в ситуации в мире и во всем. Вот. Но поскольку Господь Шива сказал, я много раз переспрашивала, действительно ли это нужно. Да, он мне показывал символы, он мне показывал людей, которые в этом движении участвуют, как они это делают. То есть это были такие картины. И я поверила, что это действительно реально сделать. И с помощью этого движения, с помощью возвращения людей через высшее нравственное начало, вот к высшим вот этим духовным ценностям, можно было бы изменить всю ситуацию. Я искренне в это верила. Мы собрали первый съезд Международного общественного движения за нравственность, и тогда собралось 500 человек, светоносцев, то есть тех людей, которые могут изменить ситуацию в стране благодаря своим духовным достижениям в прошлом. Задача гораздо упростилась. Если в первый раз, в 2009 году, нужно было, значит, принять судьбоносное решение, перевозить свою семью куда-то в далекую Сибирь, значит, думать, как обучать детей, где искать работу, как строить этот дом, где искать на это средства. То есть достаточно сложная была задача. И, в общем-то, я согласна, что никого не нашлось, чтобы эту задачу реализовать. Второй раз тест был попроще. Не надо было искать каких-то дополнительных денежных средств. Вот, было выдано по 10 ленточек. Эти 500 человек получили по 10 ленточек и по 10 флаеров. И нужно было каждому из этих 500 человек приехать домой и найти в первые 3 дня 10 человек, которые бы тоже стали участниками этого движения за нравственность. Таким образом, через неделю мы должны были получить из 500 человек 5000 участников этого движения. И далее это движение должно было за счет вот этого большого количества людей, которые исповедуют нравственные принципы, мы могли бы изменить всю ситуацию в России и затем в мире. Вот. Но эти 500 человек, когда приехали домой, они, видимо, забыли о том, что они должны раздавать эти ленточки. И 5000 членов этого движения мы так и не набрали через 1,5 года его деятельности. Вот так случилось со вторым тестом, который дали владыки. Третий тест был совсем недавно. Это произошло осенью прошлого года. Господь Шива попросил меня устроить 33-дневное, объявить 33-дневное бдение трансмутации кармы революции, кармы убийства царской семьи, в общем, вот этой столетней кармы безбожия. И для того, чтобы трансмутировать эту карму, нужно было набрать 1200 человек из России. Вот эти 1200 человек из России, значит, благодаря вот этим молитвенным усилиям, 1200 на 1200, это как раз составило бы 1% населения России. И плюс, если бы мы набрали эти 1200 человек, Господь Шива готов был, он заручился уже поддержкой кармического управления с тем, чтобы выделить дополнительную энергию для трансмутации кармы, чтобы вот эта карма безбожия, она была остановлена. Вот. И мы не нашли этих 1200 человек из России, и даже со всего мира мы не нашли 1200 человек. И таким образом вот эта карма, которая, столетняя карма безбожия, которая вот этой крови, вот этих кровавых событий, которые происходили вот в России, она не была трансмутирована. Мы провалили третий тест, данный владыками. Совсем простой тест. Уже не нужно было денег на дом, не нужно было заботиться там о детях и семье, не нужно было даже ходить, раздавать ленточки. То есть нужно было просто сесть перед компьютером и помолиться. И даже без компьютера. Вот. Но и это не случилось. Ну что дальше? Дальше вот эта вот вся столетняя карма, поскольку она осталась нетрансмутированной, она будет оседать.
на физический план. С тонкого плана она будет оседать на физический план в виде любых бедствий. Это может быть голод, эпидемии, война, ну не знаю, стихийные бедствия какие-то, техногенные катастрофы, все что угодно может случиться. И теперь мы бессильны, что бы то ни было сделать. То есть время собирать камни и есть время разбрасывать камни. Но вот теперь настала очередь принять вот эту карму, которая должна опуститься. Вот, поэтому, конечно, в настоящий момент времени поджог моего дома, это, конечно, достаточно символично. И памятуя о том, что ничего не происходит без воли Бога, и все происходит только по воле Бога, то, конечно, это событие трактовать позитивным образом не получится, видимо. Мы не знаем, поджог это был или не поджог. Но само то, что вот этот дом выгорел дотла, это событие, оно, возможно, это так силы сработали. Это вполне возможно. Но дело в том, что давайте мы все-таки вот на протяжении с 2012 года рассмотрим ситуацию. Вот в 2012 году я уезжаю из России, ищу себе место, где я могу спокойно работать, там, создавать книги, принимать послания и так далее. И остается этот дом у меня. Что происходит в это время вот вокруг этого дома? Значит, там происходит, значит, следующее. Продолжаются вот различные нападения. Ну, из таких наиболее значимых нападений, это, оказывается, в течение 5 лет, значит, недалеко от моего дома, там, ну, буквально там, может, 100, 200, 300 метров, сливали вот эти машины с фекалиями. То есть со всей округи скачивали вот эти септики, и эти машины, их содержимое сливали, ну, прям буквально у меня под забором. Вот. И когда я приезжала, я никак не могла вначале понять, почему же такой запах там ужасный, откуда это так пахнет, потому что там невозможно было находиться. Вот. Оказывается, в течение 5 лет сливали в это святое место, ну, вот содержимое этих септиков со всей округи. Но этого, видимо, противоположным силам показалось недостаточно. И буквально там, может быть, 500-600 метров от моего дома заложили кладбище. Кладбище заложили, ну, как они говорят, для вот этого сельского поселения. Мы взяли площадь этого кладбища и, значит, на количество людей вот этого поселения посмотрели. За 1000 лет не захоронить в этом кладбище всех жителей этого поселения. И явно это кладбище коммерческое, оно рассчитано на городских покойников. Но этого еще мало. Значит, по генеральному плану ровно через мой дом, вот не метром, там, не 10 метрами влево-вправо, а вот именно через мой дом проведена объездная дорога к этому кладбищу. То есть я хочу сказать, что вот то, что этот дом сгорел, это не случайность. Это не случайность, потому что даже если там не было никакого поджога, то вот эта людская ненависть, которая за эти, сколько там, с 2007 года, 11 лет висела над моим домом на тонком плане, она вполне могла осесть в виде вот этого пожара, что и произошло сегодня. И чем нам теперь это грозит? В прошлый раз, когда был пожар, в апреле 2012 года и в июле 2012 года, полыхала вся Сибирь. Вся Сибирь горела. Горела, просто горела. Вся земля горела. Вот, леса горели. В этот раз, если от моего дома остались только стены, то я думаю, что от России останется
только название. А по сути-то так уже и есть. По сути-то это уже и осуществилось. Вся Россия осталось одно название. По сути-то страны как таковой нет. Она не защищает своих людей, стариков, не заботится о детях, не защищает никак права людей. И по сути-то России как таковой уже нет. Ну вот я так вижу, чем грозит нам вот этот пожар, который сегодня случился. Но это не радостно. Это не радостно. И во многих вопросах все-таки люди спрашивают, что же делать, ждут какого-то руководства с моей стороны, со стороны вознесенных сонмов. Владыки говорят о том, что признание ошибок, которые мы совершаем, да, оно облегчает нашу карму на 50%. И остальные 50% можно как бы нейтрализовать с помощью молитв, молитвенных практик, правильных выборов, действий на физическом плане. Поэтому, наверное, для нас, для всех, это событие является очередным поводом, что ли, пересмотреть, все ли мы правильно делали, возможно, покаяться и пытаться заново подняться и идти. Ведь почему нужно вот в вопросе с царской семьей, ведь не все до сих пор люди, которые считают светоносцами себя, понимают, зачем они должны каяться. Может быть, они понимают слово «каяться» неправильно. Может быть, в силу каких-то своих внутренних качеств они не хотят этим заниматься категорически. Но ведь, посмотрите, то есть была семья, которая в полной степени реализовала какие-то высокие нравственные, духовные принципы, которая жила в соответствии с этими принципами. И сам царь, и царица, и дети, они в буквальном смысле слова заботились о всем народе России. Даже жертвовали свои личные денежные средства, наследство на то, чтобы модернизировать там армию, помочь нуждающимся и так далее. И потом их оклеветали. Их оклеветали и 100 лет продолжают клеветать. И люди до такой степени, видимо, уже утеряли вот эту божественную связь, что продолжают повторять какие-то небылицы совершенные 100 лет спустя. И вот когда мы поймем, вот как раз сейчас наступил вот этот момент, год столетия невинного, убийства невинных, просто злодейского убийства невинных. И когда вот мы наконец поймем, какой грех совершен-то, и перестанем вот глумиться над святыми, вот это и будет тем моментом, который позволит нам развернуть наше сознание в божественную сторону. Вот эта пелена с наших глаз спадет, и мы, наконец, увидим свет в конце тоннеля. И то же самое по отношению ко мне. Видимо, была какая-то несправедливость все-таки. То же самое, наверное. Нужно как-то переосмыслить вот эти вот годы, когда светоносцы должны, возможно, были бы что-то делать, но не делали. Я понимаю, что это гораздо сложнее найти в себе вот эти негативные качества и попытаться от них освободиться, чем обвинять
всех вовне в этом. Но ведь это же за этим-то мы и приходим в воплощение, для того, чтобы освободиться от этого негатива. Вот именно от того, что мешает нам увидеть Бога. Бога внутри себя, Бога в каждом человеке.